Всем привет! Сегодня воскресенье, раннее утро. И почему же нам не спится в воскресенье? Потому что мы решили поехать снять для вас видео. Самый дешевый рынок во Вроцлаве, в котором мы сами еще ни разу не были. Спустя 4 года жизни в Польше. Будет интересно. Покажу вам, что это за рынок, какие там цены, что там продается. Поэтому оставайтесь со мной и погнали! Взяли с собой маленькую девочку Адриану. Посмотрите, не знаю, видно, не видно. Прическа у нас мальвинка. И на улице замечательная, наконец-то, теплая погода. И в этом районе мы ни разу не были. Вот где рынок находится. Сейчас мы к нему потихонечку подходим. А у меня какая прическа? Нравится, 1,5 месяца. Самый красивый. Да, Влад приехала, надо постричься. И здесь с паркингом немножко беда, потому что вот сегодня воскресенье. Рынок работает только по воскресеньям. Сегодня воскресенье. И, естественно, все приезжают сюда на рынок. Он работает с утра, с 5 утра до скольки? До 2, да? Да. До 2. Только по воскресеньям. В другие дни не работает вообще. Поэтому, если не сегодня, то люди приходят аж через неделю. И там вроде бы как самые дешевые цены. Но посмотрим по факту, потому что мы там ни разу не были. Что почем. Почему мы туда еще идем? Мы хотим купить клубнику. У нас большая семья, поэтому клубники нам надо много. А возле нас клубника продается в павильоне по 17 злотых. В Бедронке возле нас вчера мы купили чуть-чуть, по 15 было. А в других павильонах проездом мы видели самое дешевое. Это рынок недалеко от центра города, небольшой тоже есть. Там 14-15 злотых. Ну, за 14 такая мелкая. Поэтому посмотрим, почем здесь будет и какая здесь клубника. Мы еще до рынка не дошли, а тут уже машина вот приехала. Видите, и клубнику привезла. Почем, Влад? 17. Черешня 15 злотых. Заходим. Посмотрите. Людей уже побольше, да? Видите, здесь еще одежда продается. Прямо как в Одессе на привозе. Классно. На 7 километре, вернее. Так, всякие там ремешки. Ну и как? Класс. Вкусный? Да, мы первый раз выбрались просто. 4 года живем, а добрались до рынка только сейчас. Очень вкусно. Так. Ну, ты спрашивала, где? Что здесь? О, квас. А почем здесь квас? По 13, по 15. Ага, по 13, по 15. Да, 3 литри 15, 2 литри. Угу. Давай на обратном пути возьмем. Да, на обратном пути возьмем. И Лицкий. В общем, тортики русскоговорящие. Квас встретили русскоговорящий. Да, тут прямо такое ощущение, что ты будто... попал на наш рынок такой. Или в Одессу на 7 километр на привоз, да, где на рынок. Класс просто. И товары наши там, Алицкий квас, квас Тарас. В общем, круто. Сейчас пойдем дальше посмотрим. Пока что клубника по 17, по 8 мы еще не нашли. Слышали, что здесь есть по 8, но пока что не нашли. Посмотрим. Обувь продается, видите, 35-30 злотых. Здесь обувь вместе с овощами, все вперемешку. Можно было купить банан. Бананы. 1,5 злотых. Сейчас искушать. Они, да, их и либо смузи делать, да, из бананов. Классно. Сделать деткам? Давай, может, возьмем. Ну, коктейли, да, сделаем банановые? а мы кефир не купили. Ну, мы ничего страшного в жабке купим, если что, бутылочку. Либо оставить завтра. Блин, это реально Давай будет возьмем. просто... Давай. Сейчас? Сделаем это. Берем банан. Смузи. Ну, они не совсем прямо черные-черные, но Ну, такие они уже пока. За сегодня как раз Но мы детям сделаем... наесться бананов. Нам именно в блендере его размешать и... Да, мы детям делаем коктейли банановые, они любят. Будешь бананчик кушать? Да. Да. Помидорки по 5. Смотри. Малиновые. Ну? По 8,50. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y
empieza. Вот, смотрите, такие сарафаны легкие на лето, 25 злотых. 20 злотых кофточки вот такие легкие. Я скажу, да, дешевле, чем на каких-то более мелких рынках здесь во Вроцлаве. Зеркало. Зеркало. De Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No taco y Ronnie, empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Bailona de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No Тюли продаются. Просто такие тюли. Я помню, моя мама, когда тюли покупала, где-то выбирала, вот она на рынках вот таких любила тоже посмотреть разнообразие. Обуви. Целая куча. Пока что мы еще не дошли до еды, до продуктов, только пока что встречаем одежду. Меркато. Я вспомнил, как называлось в Италии. В такой Италии? раз в неделю. Мама твоя говорила. Меркато, да, в Италии рынок тоже выезжает раз в неделю, приезжает у мамы. И там называется Меркато. Но там поменьше, мне кажется, нет? Вот, вкусняшки продаются. Я думаю, сама то, что ты Я думаю, там будет вкуснее, да. Вот, начинается, по-моему, овощи. Джинсы 80-90 злотых. А шорты почем? 70. Шорты джинсовые мужские 70 злотых. Не, ну симпатичные. Ну вот эти джинсовые купил вчера в Террановой, тоже 70 злотых. Там было да? 130 и скидка была большая. скидка была. 40%, 45%. Да, тоже купили в Терраново вчера. Так, ладно, идем дальше. Посмотрите, здесь всякие зажигалки, банки, склянки. Ну вот, они тут почем? По 5 злотых вот такие всякие приборы. Нашли большую кастрюлю, посмотрите, вот моя рука. Написано, что германские 110 злотых кастрюли. Так, ну здесь жарко. Ну что? Можно мешок укропа. Мешки укропа. Подушки, одеяло там. Боже, мы не знаем, куда идти. Здесь куча всего. Смотрите, здесь даже можно сумки и чемоданы купить дорожные. Кошельки. Казаны. Мангалы. Посмотрите, даже есть мангалы. Класс, с шампурами. Клубнику мы пока еще не нашли. Ходим, еще смотрим. Но точно купим квас Тарас украинский, наверное. Влад говорит, не пробовал. Обычно мы покупаем белорусский квас. А хотим здесь взять украинский квас Тарас. Так, еще... О, смотрите, что я увидела. Халва, посмотрите. Так, 28 злотых за килограмм. А вот такая халва 30. Классно. В Польше же халву так просто не найдешь, только в украинских магазинах, поэтому, ну, и она дорогая. Ну, в принципе, как и зефир, в Польше не найдешь, только в украинских магазинах. Сулугуни, посмотрите. Сейчас хотим попробовать, может, возьмем. Мидии. Блин, ну я как будто в Одессу попала. Морская капуста. Здесь же в Польше тоже морская капуста не продается. Классно, посмотрите, всякие вкусняхи наши. Наши родненькие, да, Влад? Я не знаю, в чем дело, но мне весело, да? Пойдем. Вот почему в Польше не придумают поляки вот такую вкуснятину изготавливать самим, ну, в плане производить. Ну вот, ну нету у них вот этих засушенных рыбок вкусных. Ну вот почему, я не понимаю. Это же очень вкусно. Пойдем туда. Посмотри, сколько там сушеных, видишь, на столе еще рыбок. В общем, сулугуни 10 злотых за 100 грамм. Морская капуста 35 злотых за килограмм. Но рядом стояли люди, говорили, что это дорого, что там дальше дешевле. Пойдем посмотрим дальше. Да, спускаемся. Оп, оп. Здесь дорога неровная, с коляской мы бы здесь точно не поездили бы, поэтому хорошо, что мы без коляски пришли. Черешня 22, голубика 20. Мы дошли наконец-то фрукты и овощи. Клубника 18. Боже мой, посмотрите, сколько людей, это какой-то капец просто. Посмотрите просто. Я вам так сверху камеру подниму.
Огурцы 9 злотых, а мы в Бедронке брали вчера по 5. И тоже хорошие грунтовые. Ну, пока что я не вижу по овощам, чтобы прямо дешевле было. Но помидоры малиновые по 6-7 злотых. А ты брал почем помидоры? На рынке по ты на 6, рыночке но они брал. очень мягкие. По Нормальные 6. были Ты по на 7. рыночке, я перепутала. На рыночке, только другом, небольшом. Ну, здесь тоже по 6-7 злотых помидоры. Вот по 6. По 15 клубника. Клубника вот 15, черешня 15. Подавленные Ну, немножко. это подавленная, да. Идем дальше. Puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Quiere más de lo que vamos a hacer en París. В общем, мы перешли с рынка через дорогу, и здесь тоже продается. Сейчас посмотрим, почем здесь. Уже вижу клубника 15 злотых. 15. Видишь, теперь вижу свежую. Яйца почем? Рубль 40. Одна штучка, ну, короче, десяток будет 14, 15. Ну, вот там клубника неплохая. по Дороже, 15 чем была. в Бедронке. Ну, это, наверное, домашние яйца, я не знаю. Так. Как думаешь, яйца здесь домашние прямо? Или нет? Или Не такие знаю, же, как и я в магазинах? сомневаюсь. Ну, Думаешь, откуда вот смотри, такие же? мужичок Ну, там выгула, торгует. наверное, вольного выгула, нет? Не знаю, там вольного выгула или нет? Я думаю, вольный выгул. Цветочки даже здесь можно купить. Но здесь, конечно, толпа такая, ребят, что прямо я вспомнила, блин, реально Одессу. И я прям поностальгировала, поскучала, потому что я там не была уже очень-очень много лет. А точнее, наверное, я не знаю, но больше 6-7, даже может 8 лет. А, песочек? Берем себе 3 килограмма. И Марку возьмем тоже 2 килограмма. Брату Влада. 70. Я попробовала, она очень вкусная. Вот. 2 злотых. Сейчас поищу. Все, купили клубнику мы, 15 злотых. Но все-таки дорого. Возле нас тоже 15. Мы думали, найдем дешевле, но мы не нашли. Не знаю, где здесь по 8 видели. Не нашли мы. Тут 14-15 вся клубника абсолютно. И черешня тоже. Хотели черешню еще взять, но она какая-то была мелкая, немножко помятая. Посмотрим в другом месте. Нашли черешню по 14. Ну, по 14,90 тоже по 15. Мягкая? Ну, может, она тут вся такая из-за солнца, что стоит на солнце. А вот там горошек. Посмотри, почем горошек зеленый? Так, подожди. 18. Может взять детям будет? Давай возьмем. Давай, я в детстве всегда у бабушки горошек ела в деревне. Смотрите, что мы нашли, горошек. Так, ну он тоненький. Как я узнаю, молодой горох или нет? Он тонкий, не надутый, короче. А ты пробовала его? Нет? Так, Да я надо думаю, что будет попробовать. хороший. Ну попробуй. Молоденький? Ну, дай Адюше. На, горошек попробуй, на. Что это? Ты кушала такое? Только в банке, скажи, консервированные мы ели. Да? Ну, возьми, детки будут кушать. Сколько взять? Не знаю, ну возьми сколько там. Ну, я думаю, нормально. Все, взяли. 11 злотых, вот горошек нам вышло. Сейчас. Смотрите, бат весь в пакетах. Точно как на рынке. Ади, горошек. Вкусно тебе, да, зайка? Ай, ты моя девочка. Квас Тарас покупает Влад. И, наверное, будем уже мы уходить, потому что очень и очень жарко здесь. Конечно, ветра нет и очень много народу. Просто какой-то капец. Все? Да. Покажи. О, твой любимый, будем пробовать. Реклама. Нам Квас Тарас должен платить за рекламу, короче, денежки. Здесь яйца 1,3. И молочко домашнее. Классно. На ручки взять тебе, Адриана все на руки просится. Мы идем к машине, а рынок все не заканчивается. Посмотрите, просто на эту кучу народу. Это какой-то капец. Мы здесь были, просто когда рынка нет, так здесь такая тишина. Просто. О! Я даже знаю, почему ты остановился. Я хотел детям взять, они не ели Чурчхела. такое. 12 злотых.
И всякие, смотри, сушеные, всякие чурчхелло. орешки. Класс. Мы уже выходим и никак выйти не можем. Абрикоски нашли по 14 Абрикосу злотых. возьмем все-таки вместо черешни. Да, деткам возьмем, они очень любят, мы очень редко покупаем. Ну и зимой ее нет. Вроде бы такая мягенькие, хорошие. Такие бедронки мы брали, они такие твердющие, просто Ну. ужас. Она мягенькая, вкусная вообще. Фу, ну что, мы подошли к машине. Боже, я не знаю, видно, какие ли мы уставшие, но Очень жарко. жарко, Очень хочется в бассейн, куча в речку народу. прыгнуть. Это какой-то капец. Сейчас покажем, в общем, что мы купили и сколько мы на все это потратили. Значит, купили 2 литра квас Тарас украинский, абрикосы, так, здесь бананы, горошек, вот столько примерно. Клубника 3 плюс 2, да, 5 килограмм клубники. И тут что это? Чурчхелло. Да, чурчхелло. Деткам еще. Чурчхелло 1 штучка. Вот, молоко мы не покупали. И за все это мы отдали сколько? Ну, примерно 120 злотых. 120 злотых. Самый дорогой это, наверное, квас. Квас 15 злотых. Остальное Ну, клубника клубника по тоже не 14, дешевая. по 15, да, или по 14. 14,99, по 15. Бананы вообще там ерунда по Да, 1,5 да, злотых. да. Но они такие, что не до вечера вот максимум Быстро доживут. съесть надо. Абрикосы 14. А горошек у нас вышло за горошек все. по 18, ну не знаю, сколько за сколько 10 вышло. злотых килограмм, за да. всё у нас А вышло. чурчхелло 12 злотых. Да. Ну, детки такое не пробовали, они не знают, что это такое. Вот теперь скажите, 120 злотых за все это много или мало? Буду ждать ваши комментарии под видео. Будем размышлять, много-мало, стоит ли вообще еще приезжать на такой рынок или проще и дешевле купить это все в обычном магазине. Ну что, мы уже подъезжаем к дому. Влад, давай, твое мнение, как тебе и поехал бы ты еще раз на такой рынок? Мы первый раз за 4 года. Я скажу, и лично я такое не люблю. Просто много людей, много-много. А ты смотришь, у нас Адриана еще, она маленькая, боимся, чтобы ее не придавило. А я не хотела брать Адриану. Да, ну как бы вот так мы решились. И пакеты, вот это вот, значит, где-то давится клубника, где-то что-то еще. То есть, в общем, я бы не сказал бы, что плохо или как-то, но общее мое такое, ну, мне кажется, то же самое, в принципе, и в магазине. Потому что по ценам ты некоторым, имеешь да, в по виду? ценам, по качеству продуктов, ну, какие-то, да, может быть, приятнее, чем в магазинах. Но в принципе, та же черешня, она вся помятая, мягкая такая, то есть нет, это абрикосы мы там пробовали, тоже они ватные такие, ну то есть как обычные. Поэтому смысла особо с экономией, наверное, нет. Еще посчитай сюда бензин, парковка, Время потраченное, с утра в воскресенье проснуться, наверное, нет смысла. Человек, который живет, бабушка, дедушка, кто-то старшее поколение, которым нужно взять полпакетика черешенки, полпакетика клубники, да, вопросов нет, добраться, супер. Таких людей ходило там около 80%, реально, которые по чуть-чуть просто. Но у нас же семья большая, нам же надо мешки нести сразу же клубники. Да, Мешки клубники. поэтому мне кажется, что в нашем случае проще заехать, да, в магазин и купить. Но для общего развития реально интересно, раз в год можно приехать посмотреть, что там. Да, я скажу свое мнение. В общем, мы когда приехали сразу, мы не ожидали такого объема. Во-первых, что будет такой масштаб, столько людей. И сразу обратили внимание на то, что там очень много русско- и украиноговорящих людей. То есть поляков именно практически я не видела ни как покупателей, ни как продавцов. То есть продавцы тоже все русскоговорящие. И у многих, кстати, продавцов ценники вот на картонках, да, написаны, как в старые времена, и написано на русском языке прям там. Что там было, по-моему, черешня? Черешня самая вкусная и лучшая, прям написано на Черешня, русском. рыба свежая, рыба, да. там, да, чурчхелло. То есть все рассчитано для русскоговорящих. Поляки, видно, не ходят на такие рынки, поэтому как бы люди знают, поэтому пишут сразу все на русском языке. Я думаю, Очень- что они ходят, просто вещи покупают Ну, там. может Еда быть, это больше вещи такая там дешевле, да. сыр сулугуни такой, рыба соленая, ну, наверное, морская капуста. Такое Наверное, поляки не особо едят. они, Да. да, квас. Это ну, наши за такими продуктами ходят привычными. Халва, ну и да. плюс из-за того, что очень много народу, то было стрёмно, что, ну, как бы
народу много и тесно, что сумку надо держать при себе спереди и быть очень внимательным и аккуратным. Сразу вспомнилась родная Украина, Владу родная Беларусь, потому что все это очень похоже и такая как ностальгия прямо. Вообще еще вокруг русскоговорящая, украиноговорящая речь. Прям я вспомнила старые времена, вот 7-й километр. Очень, конечно, это приятно с одной стороны, а с другой стороны ты в таком немножечко шоке, потому что мы уже от этого отвыкли, от такой толпы, от таких рынков мы не ходим на рынки, и поэтому как-то немножечко было, ну, такое. Еще жара очень сильная, несмотря на то, что мы поехали утром. С нами еще Адриана, которая просится на ручки, и вот эти пакеты. И было очень жарко, очень тесно там. Ну, в общем, как Влад сказал правильно, колоритно, но по второму кругу я бы туда не пошел, второй раз бы точно туда бы не ногой. В принципе, я согласна с ним, я бы тоже второй раз бы туда не пошла. Максимум один раз в год, один раз за лето я бы туда сходила бы, и все. Несколько раз там или каждые выходные туда ездить, это точно нет, потому что вот мы побыли не совсем долго там, но очень-очень устали. Сейчас придем домой, будем отдыхать. Покажу вам реакцию деток на то, что мы купили, и буду с вами прощаться. Смотрите, что мы купили. Квас! Самое главное, класс, покупка. Так, это что у нас? Что это? Что там? Что это? Чурчхела. Это чурчхела. Это там внутри орешки, сладость такая. Помнишь, мы вам рассказывали, что такое у нас продается в Украине? Персик. Абрикосы. Можно попить, можно квас? Он еще теплый. А посмотри, что еще там, Дима. Дима, посмотри. Клубника. А еще? Персики. Горошек. А тут Горошек. горошек сладкий. Прикольно. Классно. Бананы. Это мы взяли такие бананы мягкие, чтобы вам коктейли сделать. Смузи коктейли. Или вы сами хотите, можете. Вот этим блендом. Но мы поставим его на зарядку, он быстро Так зарядится. давайте быстро. Давай быстро. А ну-ка, пробуем. Абрикос. Это ваш первый абрикос с этим летом в этом году. Кисленькие. Ну, вкусный? Мы абрикосы обычно не так часто летом берем. Вкусный тебе? А твой вообще, наверное, первый в жизни, нет? Абрикос. Папа квас разливает. Сейчас со льдом сделаем, он просто теплый. Со льдом. Квас. Ну что, пробуем квас. Трубочка и со льдом. Вкусный, но теплый. В общем, лед еще не успел охладить. Классно. Я с вами буду прощаться. Как вам? Жду ваши комментарии. Рынок понравился, не понравился? Пошли бы вы на такой рынок? Вообще ходите, любите такое или не очень? Но я думаю, просто даже если вы не ходите на рынки и не любите такое, вам все равно было интересно посмотреть, как это здесь у нас во Вроцлаве. Интересно, есть ли такие рынки в других городах. Было бы тоже интересно сравнить. Но не знаю. Я, наверное, рынки больше не осилю. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.